Несмотря на малый рост, это очень злобный пес. Помещается в карман, но в душе он доберман. Как вы уже догадались, сегодня мы с вами вяжем чихуахуа. Эти две собачки связаны по одному описанию, с небольшой разницей в оформлении. Светлая собачка связана из пряжи сапфир. Основного цвета у меня ушло почти моток и дополнительного около 30 грамм. Для лохматого оформления я воспользовалась пряжей Техно от Янард. Ушло, наверное, грамм 10. Высота этой собачки без ушек 24 сантиметра и длина 22 сантиметра. Вот такая красавица с лохматухами. Маленький песик связан из пряжи Куко от Вита. Ушло около 40 грамм основного цвета и грамм 15 дополнительного. Высота этой собачки 20 сантиметров без ушек и длина 16 сантиметров. Каркаса у них нет, лапки ввязываются по ходу работы. Пришиваются ушки, пришивается хвостик и бровки. Работа сложная, но я думаю, что вы с ней справитесь. Вы у меня большие умнички, я видела, все справились с мопсами, со сфинксами, поэтому вам все по плечу. Не забывайте подписываться на мой канал. Ваши пальчики вверх означают спасибо за проделанную мной работу. И я сразу хочу извиниться за качество моей работы, потому что у нас 40 градусов в тени, влажность 96%, в руки влажные. Поэтому я слегка торможу, но на качестве самой работы это никак не отразилось. Итак, кто со мной? Вяжем. Вязание начинаем с более светлой пряжи. Все 4 лапки начинаются одинаково. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем колечко. Прокладываем маркировочную ниточку и второй ряд делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд столбик, прибавка, повторяем 6 раз. Четвертый ряд 2 столбика, прибавка, повторяем 6 раз. В пятом ряду надо сделать 24 прибавки. В каждую петлю провязать по 2 столбика. Сейчас у нас по кругу 48 петель, и шестой ряд нужно провязать просто без изменений 48 столбиков. Седьмой ряд 3 столбика. Пропустить 7 петель. Отсчитываем 7, начинаем вязать с 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она у меня 8. Работу на себя, вот эта вот часть. 2 столбика. 1, 2. Вот эту петлю первую сильно затягивать не нужно. Лучше пусть она будет посвободнее. Пропустить 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот она 10-я. Эту часть на себя. 2 столбика. 1, 2. Снова пропускаем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 10-ю. 2 столбика. 1, 2. Пропускаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-ю ввожу. 7 столбиков до маркера. 8-й ряд нужно провязать по кругу 48 петель. Провязываем следующим образом. 3 столбика, те, которые у нас были провязаны в прошлом ряду. 1, 2, 3. Теперь 7 петель, те, которые мы не провязывали, которые были отложенные. Провязываем их 7.
Теперь 2 столбика в те петли, которые мы провязывали в прошлом ряду. 1, 2. Теперь 9 петель, которые мы откладывали. Снова 2 петли, которые мы провязывали между отложенными. 1, 2. 9 петель отложенных. Снова 2 петли, которые мы провязывали в прошлом ряду. Семь петель отложенных. И 7 петель до маркировочной ниточки. 9 ряд провязываем просто по кругу 48 столбиков по тем петлям, которые сейчас провязали. 10 ряд 1 столбик, 21 убавка. 21 раз нужно провязать по 2 вместе петли. Если вам тяжеловато будет провязывать за обе полупетли, то можно только за передние. Провязывайте каким удобно вам способом. И 5 столбиков до маркера. 11 ряд 5 столбиков. 3 петли провязать вместе одной петлей. 2 столбика. Снова 3 петли провязать вместе одной петлей. 2 столбика. Три петли вместе. И до конца ряда 9 столбиков. Теперь нужно вот эти вот складочки, которые у нас образовались, заполнить наполнителем, потому что потом будет не очень удобно. Вот так вот туда подпихивать все 4 складочки. 12 ряд 4 столбика. Убавка, столбик, убавка, столбик, убавка. И 9 столбиков до конца ряда. Следующие 2 ряда провязываем без изменений по 18 столбиков по кругу. Это у нас будет 13 и 14 ряды. Делайте себе где-то пометочку. До этого ряда все 4 лапки вяжутся одинаково. Мы продолжаем вязать передние лапки. 15 ряд 15 столбиков. 3 прибавки, полустолбики с накидами. Делаем накид, вытягиваем петлю и провязываем одной. Раз. То же самое делаем в эту же самую петлю 2. Одна прибавка. Раз. 2. Вторая прибавка. Раз. 2. Третья прибавка. 16 ряд просто провязываем по кругу 21 столбик. 17 ряд 17 столбиков. 3 полустолбика с накидом провязать одной петлей. Накид. Вытягиваем петлю из одной петли.
накид, вытягиваем из второй, накид, вытягиваем из третьей. И все это провязать одной петлей. И один столбик у нас до маркера остался. Вот здесь потуже надо затянуть, чтобы не было дырки. Так, 18 ряд, 7 столбиков. 2 прибавки. 1, 2 в одну петлю. 1, 2 во вторую петлю. 8 столбиков. Крайние 2 петли провязать вместе одной петлей. Делаем убавочку. И теперь нужно поменять цвет. Цвет я меняю на более темный. Для этого прикладываю хвостик справа, прикладываю к основной ниточке, вытягиваю оба цвета, а провязываю уже только темным. Это вот была первая петля. И теперь нужно по кругу провязать еще 19 петель. То есть темным цветом провязываем 20 петель по кругу. Это у нас 19 ряд. Теперь уже светлую ниточку можно обрезать, чтобы она нам не мешала. Пока убираем. Туда ее заправить. И провязываем еще по кругу 7 рядов без изменений. То есть мы один ряд провязали, и нам еще надо 7. То есть всего у нас 8 рядов по 20 столбиков. Обратите внимание, как идет маркер. Он у меня не идет прямо, он все равно у меня заваливается на правую сторону. Видите? Прямо не идет. Это нормально. Поправлять мы его не будем. 27 ряд. 8 столбиков. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. 6 столбиков до конца ряда. Следующие 2 ряда, 28 и 29, просто провязываем по кругу без изменений по 22 столбика. 30 ряд, 10 столбиков. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. И до конца ряда 6 столбиков. В кругу 24 столбика, и нужно провязать 3 ряда без изменений с 31 по 33 по кругу по 24 столбика в каждом ряду. 34 ряд, 12 столбиков. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. И до конца ряда 6 столбиков. 35, 36 и 37 ряды вяжем без изменений по 26 столбиков в каждом ряду. 38 ряд, 3 столбика. Прибавка. И 22 столбика до конца ряда.
39 ряд просто провязываем по кругу без изменений 27 столбиков. 40 ряд 4 столбика, прибавка и 22 столбика до конца ряда. Вот такая лапка получилась. Для одной лапки делаем воздушную петлю, ниточку обрезаем и вяжем еще такую же лапку. Вот когда две связанные, мы уже во втором случае нить не обрезаем, а будем собирать лапы вместе. То есть вы вяжете заново еще одну лапочку и дальше продолжаем работать. Это у нас будет 41 ряд. Продолжаем вязать по лапке. 14 столбиков. 10 воздушных петель. Петли не затягиваем сильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держим на крючке. Берем другую лапу. И отсчитываем от хвостика справа 6 петель. Будем вязать в седьмую. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она у меня, седьмая петля. Буду начинать вязать с нее. По кругу второй лапы 28 столбиков. Крючок у нас оказался около воздушных петель. 28 провязала. Аккуратно смотрю, чтобы не перекрученная была цепочка. По цепочке провязываем 10 столбиков. Аккуратненько. Смотрите, в провязанные там не вяжите. 10 столбиков вяжем по цепочке. И 14 столбиков до маркера. Здесь тоже аккуратно в провязанные, смотрите, не попадайте. 14 должно быть петель до конца ряда. 42 ряд. 47 столбиков. 14 по ножке, по правой, 10 по воздушным петлям. И дальше смотрите, вот здесь такая вот петля некрасивая, она как бы не полная петля, но это петля. Видите, она вот идет, у нее задняя полустенка вот такая, это петля, в нее надо провязать. От того, как мы провязали вот по воздушным петлям, по планке, вот сюда мы тоже будем провязывать, вот она. Начиная вот с этой вот петли по ножке, если считать, 23 петли надо провязать. Это у нас будет от начала маркера, от начала ряда 47 петель. Теперь будем вязать поворотными рядами. Воздушная петля, поворот. Вяжем 43 ряд. Начинаем с убавки. Провязываем 2 вместе петли. 14 столбиков. Убавка. Воздушная петля, поворот. Убавка. Двенадцать столбиков. Убавка. Воздушная петля, поворот. Убавка. 10 столбиков. Убавка. Воздушная петля, поворот. Убавка. 8 столбиков. Убавка. Воздушная петля, поворот. Убавка. 6 столбиков. Убавка. Воздушная петля, поворот, убавка. 4 столбика. Убавка.
воздушная петля, поворот, убавка, 2 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, 2 убавки, раз, 2 вместе, 2, 2 вместе. Теперь прокладываем маркировочную ниточку и будем вязать, не поворачивая, до вот этих открытых петель. По вот этому скосу провязываем 10 столбиков по вот этому некрасивому скосу. 10 столбиков вяжем. И теперь уже по вот этим вот по косичке, по открытым петлям до конца ряда провязываем 29 столбиков. 44 ряд. 9 столбиков, воздушная петля, поворот, убавка, теперь уже вот этот маркер нам не нужен, мы его перекидывать не будем, но ниточка пусть пока еще будет здесь. Так, мы провязали убавку и провязываем 14 столбиков. Убавка, воздушная петля, поворот, убавка, двенадцать столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 10 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 8 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 6 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 4 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 2 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, 2 убавки, прокладываем маркировочную ниточку и до вот этих открытых петель по скосу провязываем 10 столбиков. Теперь по цепочке до скоса провязываем 20 столбиков по открытым петлям. Снова по скосу 10 столбиков, не затрагивая вот эти вот 2 петли открытые. 2 петли, они у нас должны быть свободными. Провязываем только по вот этой стороне 10 столбиков. 32 столбика, этот маркер уже не нужен, он нужен нам был, чтобы просто не забраться на петли. Теперь 32 столбика вяжем до этого скоса по открытым петлям. Это уже убрать можно. Снова по скосу нужно провязать 10 столбиков, не заходя на вот эти вот 2 петельки, только по скосу. Делаем фиксирующую воздушную петлю, какое-то расстояние мы оставляем для того, чтобы у нас потом нигде не вылезла эта ниточка, и обрезаем. Вот такие лапки получились передние из куко пряжи. Вот такие лапки получаются из пряжи сапфир. То же самое вязание также. Все. Задняя лапка. Я говорила, что они вяжутся все по 14 ряд одинаково. Итак, мы свяжем заднюю лапку
15 ряд, 7 столбиков, 2 прибавки, 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю и до конца ряда 9 столбиков. В кругу у нас 20 петель и нужно провязать 10 рядов с 16 по 25 без изменений, по 20 столбиков по кругу в каждом ряду. 26 ряд, 3 прибавки, полустолбики с накидами. 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю, 1, 2 в третью петлю, 7 столбиков, 2 прибавки, 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю. И до конца ряда 8 столбиков. 27 ряд просто провязываем по кругу без изменений 25 столбиков. 28 ряд, 3 убавки, полустолбики с накидами. Накид, вытаскиваем из одной петлю, накид, вытаскиваем из другой и провязываем вместе. 1 убавка. 2 убавка. 3 убавка. 8 столбиков. 2 прибавки. 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю. И до конца ряда 9 столбиков. 29 ряд, 3 петли провязать вместе одной. 9 столбиков, 2 прибавки, 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю и до конца ряда 10 столбиков. 30 ряд, убавка, 2 петли провязать вместе, 10 столбиков, прибавка, 1, 2 в одну петлю и до конца ряда 11 столбиков. 31 ряд будем менять цвет, прикладываем ниточку, вытягиваем оба цвета и провязываем уже только коричневой темной. И дальше по кругу без изменений еще 23 столбика. 1 провязали, всего у нас по кругу 24. Теперь уже светлую нить можно обрезать, она нам не понадобится. Заправить туда хвостики вовнутрь работы. 32 ряд, убавка, 10 столбиков, 2 прибавки, 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю и до конца ряда 10 столбиков. 33 ряд, убавка, 9 столбиков, 3 прибавки, 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю, 1, 2 в третью петлю и до конца ряда 11 столбиков. 34 ряд, убавка, 10 столбиков,
3 прибавки. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую, раз, два в третью, и до конца ряда 12 столбиков. 35 ряд просто по кругу провязываем без изменений 29 столбиков. 36 ряд 14 столбиков. 2 прибавки. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю, и до конца ряда 13 столбиков. 37 ряд. Прибавка. Раз, два в одну петлю, 14 столбиков. Прибавка. Раз, два в одну петлю, и до конца ряда 14 столбиков. В последнюю крайнюю петлю делаем прибавку. Раз, два в одну петлю. 38 ряд. 17 столбиков. Прибавка. Раз, два в одну петлю, и до конца ряда 16 столбиков. 39 ряд. 2 прибавки. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю, 15 столбиков. 2 прибавки. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю, до конца ряда 16 столбиков. 40 ряд. 1 столбик. Прибавка. Раз, два в одну петлю, 18 столбиков. 2 прибавки. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю, до конца ряда 17 столбиков. 41 ряд вяжем по кругу без изменений 42 столбика. У нас получилась вот такая лапка. Для одной лапки делаем воздушную петлю, нить обрезаем, вот она, и вяжем еще такую же лапочку. Но только уже ниточку не обрезаем, а также как с передними лапами продолжаем вязание, собирая эти лапы вместе. У нас 42 ряд. Продолжаю вязать по лапе 12 столбиков. 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Держу на крючке, беру другую лапу. От хвостика отсчитываю 5 петель вправо и буду вязать с 6 петли. Раз, два, три, 4, 5. Вот она у меня 6-я, ввожу крючок. И начинаю вязать уже по этой лапе, которая у меня сейчас слева находится, 42 столбика по кругу. Крючок у меня оказался около воздушной цепочки, и надо провязать 8 столбиков цепочку. И уже по открытым петлям лапы до маркера провязываем 30 столбиков. Теперь в кругу по этой большой детали у нас 100 столбиков. И нам нужно провязать 2 ряда, 43 и 44, без изменений, по 100 столбиков в каждом ряду. Вот. Маркер нам теперь не нужен. Будем вязать поворотными рядами. У нас 45 ряд. Вяжем 5 столбиков. Воздушная петля, поворот, 46 ряд, убавка, 30 столбиков, воздушная петля, поворот, 47 ряд, убавка, 27 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 48 ряд, убавка,
25 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 49 ряд, убавка, 21 столбик, 2 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, воздушная петля, поворот, 50 ряд, убавка, 20 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 51 ряд, убавка, 16 столбиков, 2 убавки, воздушная петля, поворот, 52 ряд, убавка, 15 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 53 ряд, убавка, 11 столбиков, 2 убавки, воздушная петля, поворот, 54 ряд, убавка, 10 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 6 столбиков, 2 убавки, воздушная петля, поворот, убавка, 5 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 57 ряд, убавка, столбик, 2 убавки, прокладываем маркировочную ниточку. Это уже не нужна, ее можно убрать. И не поворачивая работы, по скосу до открытых петель нужно провязать 13 столбиков. Теперь вяжем по открытым петлям. Убавка, 4 столбика, убавка, 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. И теперь провязываем 40 столбиков. Воздушная петля, поворот. Будем вязать поворотными рядами. У нас 58 ряд. Вяжем убавка, 29 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 59 ряд, убавка, 27 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 60 ряд, убавка, 25 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 61 ряд, 2 убавки, двадцать один столбик, убавка, воздушная петля, поворот, 62 ряд, убавка, 20 столбиков,
убавка, воздушная петля, поворот. 63 ряд, 2 убавки, 16 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. 64 ряд, убавка, 15 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. 65 ряд, 2 убавки, 11 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. 66 ряд, убавка, 10 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. 67 ряд, 2 убавки, 6 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. 68 ряд, убавка, 5 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. 69 ряд, 2 убавки, столбик, убавка. Прокладываем маркировочную ниточку, не поворачивая работу, по скосу до открытых петель нужно провязать 12 столбиков. Продолжаем вязание по открытым петлям. Столбик, убавка, шесть столбиков, убавка, столбик. Теперь по скосу провязываем до вот этих вот петель, только по скосу, где нет петель открытых, 12 столбиков. 4 столбика до маркера провязываем. 70 ряд, 12 столбиков, убавка, 4 столбика, убавка, 4 столбика, убавка, 3 столбика, убавка, 1 столбик. По скосу до вот этих вот 4 петель, которые у нас справа от маркера, только по скосу провязываем 12 столбиков. И заканчиваем вязание 4 вот этими вот петлями, которые справа от маркера открытыми. Воздушная петля, вытягиваем какое-то количество ниточки, маркеры все убираем и любуемся, какая красота у нас получилась. Это вот из пряжи Коко задние лапоньки. Это из пряжи Сапфир задние лапки. Вот такие они должны получиться. Ну, пока не наполненные, не очень красиво шкурка смотрится. Но не стоит наполнять, потому что лапы будем ввязывать, и будет тяжело потом на пальцах держать вязание. Это можно сделать потом.